Вы когда-нибудь видели, какие порции еды подают в фастфуд-ресторанах Америки? А какая вообще еда распространена на улицах городов США? В этом видео я расскажу вам все о популярных забегаловках Америки. Вы узнаете об уличных точках продажи еды, о фургонах с мороженым, а также о том, почему в США такие огромные порции. А в конце видео вы узнаете шокирующие факты о том, почему в этой стране полезная еда в разы дороже фастфуда. Приятного просмотра! Представьте, вы проспали будильник, не успели позавтракать и очень сильно торопитесь на работу. А тут по дороге вам встречается фургончик с хот-догами или бургерами, где за небольшую плату вам очень быстро сделают вкусное блюдо. Это ли не чудо? Но на самом деле для Америки это абсолютная норма, ведь там крайне сильно распространена уличная еда. Но что вообще можно найти на улицах мегаполисов США? И безопасно ли там питаться? Сейчас расскажу. Специально для этого ролика я искал всевозможные статьи, а также обращался к своим знакомым, кто бывал в Америке, чтобы собрать достоверную информацию про уличную еду в американских городах. И вот то, какие блюда там распространены. Вообще, американцы любят есть все, буквально. Например, в Америке очень распространены обычные крендели. Обычно это пикантные закуски, которые посыпают солью и подают вместе с различными соусами. Но есть и более классические варианты, когда крендельки попадают в качестве десерта, полив глазурью и посыпав корицей. Они также бывают самой разной формы. Например, филадельфийские крендельки скручивают форму восьмерки, а другие в форме сердца. Ну и вот лично я предпочел бы скорее сладкий крендель с глазурью. А вы? Напишите об этом в комментариях. Правда, стоимость такого удовольствия может шокировать. За один крендель придется отдать в районе 100 или 200 рублей. Еще на улице распространены точки по продаже пиццы. Казалось бы, уличная еда Америки и без этого блюда. И ведь купить пиццу можно реально на каждом шагу. О том, вкусная она или нет, и вообще безопасно ли ее есть, я говорить, пожалуй, не буду. Но, думаю, в условиях огромного темпа жизни, когда вам нужно спешить на работу или учебу, закинуть в себя кусочек этого блюда будет не лишним. Тем более, что в некоторых местах цены на пиццу всего 100 или 200 рублей. Лично мне кажется, что это вполне себе адекватная цена. Еще можно найти корн-доги, вагончики с хот-догами, точки по продаже мороженого, тако, буррито, бургеры и картошку фри. В общем, весь фастфуд, который вы только можете себе представить. Все это вы можете найти на улицах Америки. И цены в нетуристических районах вполне себе адекватненькие. За одно блюдо с вас потребуют от 200 до 600 рублей в зависимости от места. Ну и естественно, на самых популярных улицах Нью-Йорка цена на горячую сосиску в тесте с горчицей будет очень высокой. Примерно 1000, а то и более рублей. В общем, лучше найти американского друга и посещать такие точки вместе с ним. Вообще, когда говоришь о еде в Америке, нельзя не вспомнить знаменитый Макдоналдс. Вот и я решил узнать, как обстоят дела у этой крупной сети в их родной стране. И то, что я нашел, немного меня удивило. Во-первых, цены. Если мы с вами привыкли, что в каждом Макдоналдсе цены всегда одинаковые, и тот же чизбургер стоит одних и тех же денег, то в Америке, в зависимости от штата, цены будут меняться, и это указано на официальном сайте ресторана. Например, 2 яблочных пирожка в Огайо стоят 90 рублей, а в Нью-Йорке уже 240. И так буквально со всеми блюдами. Собственно, на сайте сразу указано, где самое дорогое место, а где можно найти блюдо подешевле. И еще я бы хотел отметить среднюю цену одного блюда. Здесь они в некоторых случаях даже адекватные. Например, те же самые яблочные пирожки, которые в среднем стоят около 200 рублей за 2 штуки. Правда, те же бургеры стоят намного дороже, чем в некоторых странах. Ну а что тогда насчет наполненности меню? Тут у американцев все в полном порядке. Помимо уже знакомых позиций бургеров, картошки фри, наггетсов и напитков, вы также сможете найти печенье, уйму сладостей и мороженого, а также молочных коктейлей. Но меня больше всего удивляет не это. В меню есть целые наборы для завтрака всей семьи. Вот, к примеру, за 2000 рублей вы сможете приобрести 6 сэндвичей и 4 чашки кофе.
Правда, как я понял, это предложение одного конкретного ресторана. Ну и еще меня смутил голубой молочный коктейль. Кажется, красителя во многие блюда не пожалели. А еще там можно найти панкейки, целые галлоны сладкого чая и огромное количество сладких кофейных напитков. Ах да, совсем забыл. По отзывам, бургеры и остальные блюда в Макдоналдсе США не такие вкусные, как в Европе. Но утверждать этого я не могу. Кстати, многие обзорщики указывали на проблему с бездомными, которые буквально оккупируют заведения, ложась спать прямо на диваны. В не самых благополучных районах, где много людей без места жительства, можно встретить такие заведения. Однако это не означает, что во всех зданиях Макдоналдс всегда грязно и воняет. Нет, есть много ресторанов, где действительно убрано и достаточно красиво. Так что, если вы будете в Америке, я вам советую все-таки зайти в Макдоналдс. Кстати, насчет сладостей. В США просто обожают разные фуд-траки, особенно с мороженым. Что это такое? Это обычный фургон, внутри которого расположилась импровизированная кухня. Обычно в таких машинках готовят очень простые блюда, а в случае с мороженым его там просто хранят в морозильниках и подают всем желающим. И еще я бы хотел отметить, что в таких вагончиках столько разных вкусов мороженого, что можно просто с ума сойти. Появились эти фургоны в далекие времена, когда не во всех семьях были свои холодильники. Тогда обычные жители попросту не могли хранить где-либо обычное мороженое, ведь оно очень быстро таяло. В те времена в них продавались классические вкусы этого десерта. Но когда у всех стали появляться морозильники, продавцам мороженого пришлось идти на ухищрение. Они стали добавлять кусочки фруктов и ягод в состав блюда. Естественно, фруктовое мороженое намного больше нравилось покупателям, чем классическое сливочное, поэтому клиентов у подобных фургонов только прибавилось. Самые первые такие машины использовали очень примитивные методы охлаждения продукта. В них не было холодильников, которые работали от электричества. Тогда мороженое просто погружали в контейнеры с большими блоками сухого льда, который мог таять весь день. И, кстати, еще одна отличительная особенность вагончиков с мороженым – это мелодия, которая играет, когда тот едет. Американские дети, когда слышали музыку, сразу выбегали из дома с банкнотами в руках, чтобы купить себе вкуснейшую сладость. Как мне кажется, в этом есть своя особенная романтика, которая сохранилась и до наших дней. Даже сейчас в США вы можете встретить огромное количество подобных траков. Вы наверняка видели разные видео, как работник такого фургона играл с собаками или просто раздавал детям сладости. Кстати, в некоторых районах такие траки были и вовсе запрещены. Например, в Чикаго. Правда, в 2016 году, спустя 53 года запрета, там все-таки разрешили работу фургонов с мороженым. А еще говорят, что сладости в таких вагончиках реально очень вкусные. Так что я вам настоятельно рекомендую приобрести себе рожок или стаканчик мороженого. А если вы уже пробовали, то обязательно напишите в комментариях, понравилось ли оно вам или нет. А я тут, кстати, подумал, ты вот сидишь, слушаешь, а я хочу задать тебе вопрос. Замечал ли ты, что у американцев буквально все каких-то огромных масштабов? Взять, к примеру, их огромные внедорожники. В них с легкостью разместится семья из 7 человек. А на таких гоняет большинство обеспеченных жителей США. И вот зачем им такие тачки? А еще я уже рассказал, что в американском Макдоналдсе есть специальное предложение с огромным количеством бургеров. Так вот, во всех сетях фастфуда, как и в ресторанах и кафе, просто огромные порции еды. Да даже в магазинах вы не купите небольшую бутылку молока. Там будет либо связка таких бутылей, либо одна огромная канистра. Вообще в Америке очень развита культура потребления. Они никогда не мелочатся. Если нужно купить домой еды, то покупается сразу на месяц огромными упаковками. Не спорю, это достаточно удобно. Но, как мне кажется, некоторые продукты за это время просто испортятся. Да и на вечеринке заказывают еды также очень много. Куда потом все это девается? Просто выбрасывается. На улицах Нью-Йорка, как и других крупных городов, в местах, где обычно рестораны, кафе и забегаловки выбрасывают мусор, буквально толпы бездомных иммигрантов. Все эти маргинальные группы населения ждут одного –
когда все эти заведения выкинут остатки еды. А делают они это постоянно, ведь продать все просто нереально. Свежая еда, которая еще до завтра будет вкусной, оказывается на помойке просто потому, что ее не купили. И так в Америке во всем. Любой напиток, который вы покупаете, может быть XL размера. Например, тот же стаканчик колы будет просто огромным. А в ресторанах вам обязательно подадут просто колоссальных размеров бургер или картошку фри. Порции там настолько огромные, что достаточно одного блюда, чтобы наесться. И я не шучу, огромное буквально все. Пицца, напитки, сладости, десерты, торты, буррито, тако. И, к сожалению, всему этому есть одно четкое объяснение. Вы наверняка слышали, что сахар очень вреден для здоровья человека. Я нашел очень много статей, когда готовил этот ролик. Почему это действительно так? И те без преувеличения ужасы, которые я там обнаружил, могли бы шокировать и вас. Но сегодня мы поговорим не об этом. Кажется, я нашел причину, по которой в Америке буквально во всех заведениях блюда огромного размера. И это, опять же, сахар. Вспомните то, что я говорил про меню Макдональдса. Там уйма сладких молочных коктейлей, кофейных напитков с сахаром, мороженого и так далее. Вспомните, что я говорил про фургончики с мороженым, что буквально все дети Америки их просто обожают. И вспомните то, какие блюда я перечислял в уличной еде. Кажется, тут все и складывается. Американцы просто обожают все сладкое и жирное, и в этом есть огромная проблема. Сахар очень быстро усваивается организмом, из-за чего к нему быстро привыкаешь. Ученые уже не единожды доказали, что зависимость от сахара сравнима с зависимостью от наркотических веществ. А значит, от него не получится так просто отказаться. Сахар также стимулирует аппетит, из-за чего в Америке и начали подавать везде, где только можно, огромные порции блюда. Почти во все блюда и продукты производители добавляют сахар для вкуса, чтобы люди снова и снова покупали именно их продукцию. И всем этим мегакорпорациям все равно на то, что у людей после этого начинаются огромные проблемы со здоровьем. Американские дети еще с детства получают зависимость от этого белого порошка. Ведь куда ни глянь, везде огромное количество сладостей. Из-за этого с самого раннего возраста они начинают страдать от ожирения. У огромного числа американцев есть сахарный диабет, а почти все люди в возрасте страдают от проблем с ЖКТ и с сердцем. И, к сожалению, почти все жители подвержены этим страшным недугам. США уже давно занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству людей с ожирением. От этого недуга, по данным на 2016 год, страдало более 40% населения, а в наше время, я думаю, и того больше. И это на самом деле очень печально, ведь у людей буквально нет выбора. Но тогда возникает вопрос, почему? Об этом я и расскажу вам далее. В США есть огромные проблемы с полезной едой. Ее там почти нет. Вернее, найти фрукты и овощи в магазине вы всегда сможете, но то, по какой цене, очень сильно вас удивит. Буквально все, что связано со здоровым питанием, стоит каких-то колоссальнейших денег. И питаться сладостями, газировками, жирными крылышками под соусом, пиццей из доставки, бургерами из местного ларька и мороженым из фургона намного дешевле, чем пойти в магазин, купить там обычные яблоки и бананы и сделать полезный фруктовый салат. Что уж говорить про овощи, они там тоже стоят уйму денег. А покупать свежее мясо в продуктовом оказывается не так выгодно, как заказать крылышки барбекю или стейк под брусничным соусом в местной кафешке. Не кажется ли вам это странным? Вся эта вредная еда реально в разы дешевле, чем полезная. Почти все малообеспеченные семьи страдают от ожирения, а все потому, что они питаются только в фастфудах. Так что те, у кого просто недостаточно денег, вынуждены портить себе здоровье. Почти все люди с ожирением на самом деле из не самых богатых семей. Кого-то с детства приучали есть только фастфуд, а кто-то просто не может найти достойную работу. А видели ли вы, чтобы американские известные личности были очень толстыми? Взять, пожалуй, самые видные личности Америки, их президентов за последние 20 лет. И вы не найдете там откровенно полных людей. Ну а что насчет звезд кино? Почти все актеры также выглядят подтянуто и красиво.
В общем, все как я и говорил. Богатые люди могут позволить себе правильное питание, из-за чего и выглядят лучше, в то время как бедные только портят себе здоровье. Почему так происходит? У меня есть свои личные догадки. Все эти мегакорпорации, которые владеют фастфудами, давно уже стали контролировать продуктовые рынки страны. Они буквально могут закупать продукты намного дешевле, чем вы бы это сделали в магазине. Из-за этого цены на их блюда и становятся столь привлекательными, в то время как обычные жители не могут себе позволить полезные продукты. И как мне кажется, это вполне реалистичный сценарий событий с учетом того, как мало мы знаем о мегакорпорациях. А как вы думаете, почему так происходит? Делитесь своими наблюдениями в комментариях. В этом видео я рассказал вам все про уличную еду в Америке, а также то, какие проблемы из-за нее появляются. Спасибо за просмотр, берегите здоровье, кушайте здоровую пищу и до встречи в следующих видеороликах. Пока!